Танки вовсю покоряют жанр коллекционных карточных игр. И о том, что же представляет собой World of Tanks Generals, расскажет Андрей Зименко, директор по глобальному оперированию. World of Tanks Generals — это новый проект компании Wargaming, который вскоре станет доступен пользователям. Что такое World of Tanks Generals? Это карточная игра, в которой игроку предлагается выступить в качестве командующего армией. А армия — это, в свою очередь, представлена набором карт, которые формируют колоду игрока. Какая у игрока основная задача в бою? Механика игры достаточно проста. В вашем распоряжении находится колода карт, с помощью которой вы должны победить вашего противника на поле боя размером 3 на 5 клеток. Для этого вам придется использовать карты всех типов, которые позволят достичь вам разных целей. Взводы помогут защитить или усилить ваш штаб, а различная техника поможет атаковать штаб противника. Также вы всегда можете воспользоваться приказом, который может кардинально повлиять на исход боя. А между боями, по мере того, как вы зарабатываете опыт, вы можете использовать его для того, чтобы исследовать новые типы карт, а также новые штабы, которые сделают вашу колоду еще сильнее. Какие карты есть в игре? Главная карта в любой колоде игрока — это штаб. Он может быть только один в колоде, и это карта, которая представляет собой игрока фактически на поле боя, и уничтожив которую, игрок может одержать победу над противником. На данный момент в игре представлено 3 нации. Это Германия, США и Советский Союз. Всего около 200 карт, которые примерно поровну поделены между этими нациями. Сами карты бывают нескольких типов. Это может быть техника, штаб, взвод или приказ. Техника будет очень привычна игрокам в большие танки, поскольку там используются все те же модели и те же типы техники. Это легкие танки, средние танки, тяжелые танки, САУ и ПТ-САУ. Есть ли в игре премиум? В игре также присутствует премиум техника. Это порядка 5-7 карт для каждой нации, которые могут быть приобретены за премиум валюту, а также премиум аккаунт по аналогии с большими танками и некоторые другие вещи, о которых вы узнаете позднее. В чем отличие генералов от других карточных игр? World of Tanks Generals отличается от карточных проектов тем, что все карты в игре прокачиваются, они получаются случайным образом, как в других проектах. Также различные карты обладают уникальными особенностями. Например, ПТ-САУ стреляет всегда первой, а легкие танки передвигаются на 2 клетки за один ход. Это делает бои невероятно разнообразными и не похожими друг на друга. Что нового в игре по сравнению с другими проектами Wargaming? Она не совсем похожа на те проекты, что уже выпущены, поскольку это не клиентская игра, а браузерная. Таких проектов в компании еще не было. Также жанр карточных игр новый для компании, и это совершенно другой геймплей, если сравнивать ее с большими танками, самолетами или кораблями. Что нужно, чтобы начать играть? Технические требования для игры минимальны. Все, что вам необходимо, это браузер, обновленный до последней версии, и доступ в интернет. Для того, чтобы начать играть, вам нужно всего лишь открыть сайт generals.worldoftanks.ru. На каких платформах можно будет играть в генералов? В ближайшее время запланирован релиз только веб-версии, которая будет доступна в браузере на компьютере. Также у нас в планах есть разработка клиента для iOS устройств и Android. Будет ли распространяться единый аккаунт Wargaming на World of Tanks Generals? Несмотря на то, что World of Tanks Generals не совсем похожи на остальные проекты компании, между тем у них есть некоторые общие вещи. Одна из них — это единый аккаунт, который позволяет использовать тот же аккаунт, что у вас есть для больших танков, для игры в генералы. Какие средства общения будут доступны в игре? В игре будет доступен чат, с помощью которого вы можете общаться с другими игроками, добавлять их в друзья, обсуждать какие-то вещи в группе с другими игроками, а также будет возможность поделиться своими успехами или новой открытой картой, или выигранным боем в социальных сетях. В ближайшее время начнется закрытый бета-тест. В данный момент все желающие уже могут оставить свои заявки на сайте проекта и получить возможность сыграть в генералов раньше остальных.